ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, который поражает иммунную систему организма. Он атакует белые кровяные клетки, лейкоциты, в частности SD4 клетки, отвечающие за защиту от инфекций, постепенно ослабляя иммунитет. На последней стадии заболевания развивается СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. Это не отдельный вирус, а состояние, при котором организм становится крайне уязвимым для тяжелых инфекций и некоторых видов рака. ВИЧ передается через определенные биологические жидкости, кровь, грудное молоко, сперму и вагинальные выделения. Чаще всего заражение происходит при незащищенном половом контакте, при использовании нестерильных игл или от матери к ребенку во время беременности, родов или кормления грудью. Важно понимать, ВИЧ не передается через повседневные контакты. Нельзя заразиться через объятия, рукопожатия, совместную еду, воду или использование общих предметов. Риск заражения значительно возрастает при определенных обстоятельствах. К ним относятся секс без презерватива, наличие других инфекций, передаваемых половым путем, таких как сифилис, герпес или гонорея, а также совместное использование игл и шприцев при употреблении наркотиков. Употребление алкоголя и наркотиков в контексте сексуальных контактов также повышает вероятность инфицирования. После заражения вирус может долго не проявляться. У некоторых людей в первые недели появляются симптомы, похожие на грипп, температура, слабость, головная боль, сыпь или боль в горле. Затем может наступить длительный период без выраженных признаков, хотя вирус продолжает разрушать иммунную систему. Без лечения болезнь прогрессирует. Организм становится подвержен тяжелым инфекциям, таким как туберкулез, криптококковый менингит, бактериальные инфекции и некоторые онкологические заболевания. Узнать о своем ВИЧ-статусе можно с помощью диагностического экспресс-теста, результат становится известен в тот же день. Важно учитывать так называемое серонегативное окно. В первые 28 дней после заражения тест еще не покажет результат, однако человек уже может передавать вирус. Поэтому при высоком риске заражения рекомендуется пройти повторное тестирование спустя 28 дней после возможного контакта. Современная медицина позволяет контролировать ВИЧ. Антиретровирусная терапия, АРТ, не уничтожает вирус полностью, но подавляет его размножение. При регулярном лечении человек может жить долгой и полноценной жизнью. Более того, если в результате лечения АРТ вирусная нагрузка становится неопределяемой, человек не передает ВИЧ другим людям половым путем. Это один из важнейших результатов современной терапии. Профилактика остается ключевым инструментом борьбы с ВИЧ. Использование презервативов, регулярное тестирование, отказ от нестерильных инструментов, а также применение доконтактной профилактики ДКП, прием специальных препаратов ВИЧ-негативными людьми для снижения риска заражения, значительно снижают вероятность инфицирования.